Добрый день, это передача «Кусочек правды», я Андрей Стапинос, и вторая наша передача, она немножко иная, чем первая. Мы уже сделали 2 интервью с очень интересными людьми, которые очень много говорят друг о друге. Они вместе в одном видео, в принципе, их битва, их разговор друг о друге через меня. Это один из самых громких интернет-скандалов, получивший свое продолжение в судах России и Украины. На ринге двое. Известный российский адвокат Марк Фейгин, 46 лет, против украинского видеоблогера и медиаэксперта Анатолия Шария, 39 лет. Украинофобная обезьяна, фекальный персонаж, гиббон, идиот, а также обвинения в педофилии, суды, лишение адвокатского статуса. И это лишь часть грандиозного противостояния. Они обвиняют друг друга в работе на Кремль. И оба утверждают, что в конце конфликта останется только один. Впервые участники скандала говорят свою правду в рамках одной программы. И эта программа «Кусочек правды». Поэтому... Марк, у вас такое интересное хобби. Если кто-то вам не нравится, да. Пока мы и говорили почти про всех персонажей, которые вам не очень нравятся, но если вам очень не нравится, вы тогда обвиняете его в педофилии. О, далеко не всегда, но тех, кто этого заслуживает. Да, я блогер Шарий, и Лексус и Вован. Лексус и Вован, ну, вы знаете, Лексус и Вован это же как бы троллинг такой со стороны Кремля, они инструмент этого троллинга. И когда, очень странно удивляет меня, что когда они получают ответный троллинг, то почему-то они это расценивают как некую характеристику их, опирающуюся на юридические нормы. А вот в случае с Шарием это гораздо более серьезно. Ну ладно, там троллинг. А я пытался разобраться в ваших взаимоотношениях с Шарием, и мне сразу, знаете, мне начало дымить, вот так дым пошел из ушей, потому что 2 взрослых человека, и вот так. Ну, как это все началось? Началось это все очень просто. Я сделал ряд, не ряд, там, по-моему, 2 блога были. Они были абсолютно не злые, они были абсолютно спокойные. В моем ироническом, конечно же, стиле. Да? По поводу Фейгина, когда он вбросил историю с письмом от Порошенко, не проверяя ее. То есть ему скормили эти российские пранкеры. Это Лексус и Вован? Да, историю с этим письмом. Он побежал сразу об этом на всех углах рассказывать. Это смешно на самом деле. Конечно же, это смешно. Ну, то есть посмеялся. Там не было ничего злого, там не было никаких таких наездов. Я узнал его фактически, когда, ему дала интервью Савченко, моя бывшая подзащитная, которая вышла там 26 мая из 16 года из тюрьмы, и где-то в конце лета она, по-моему, дала ему интервью. И я просто посмотрел, что это за персонаж, и понял, что это просто ублюдок. И я назвал его украинофобским животным. И он подал на меня в суд, и суд проиграл, чтобы вы понимали. Он подал за украинофобское животное, которым я его назвал, подал в суд. И суд в Украине проиграл в 2 инстанциях. Он же проиграл суд. Вот тогда я о нем и узнал. После этого Марк Фейгин начинает вести себя абсолютно неадекватно. Он начинает меня оскорблять, он начинает рассказывать про меня всевозможные ахинеи, а потом он цепляет эту историю. Историю он находит фейк 5-летней давности и поднимает его снова. Я уже думал, что эта история уже лежит под пластом земли. И он начинает рассказывать о том, что я прохожу по делу о педофилии в Европе. Он начинает рассказывать везде, мы терпим. Нет, он первый раз это сказал, вот первый раз стал для него последним. Когда он в средствах массовой информации это сказал, вот эту вот именно историю, на радио «Говорит Москва», он об этом сказал, я сказал, все, он перешел красную линию, я тогда написал это везде. Это ситуация, где ваша сестра... Не называйте этого человека моей сестрой. Может, она ваша сестра, откуда я знаю. Я ее не проверял по ДНК, она на меня... Нет, она точно не моя сестра. Но, опять же, это фейк? Фейк по поводу. Если я говорю, что вот этот человек, госпожа Елена, она является Нет, для того, вашей чтобы... сестрой. Нет, а вы мне говорите, не называйте меня ее... это то же самое, что я не видел этого человека, 30 лет никогда не знала о ее существовании. Она объявилась, принесла в мою жизнь, ничего хорошего она не принесла. Почему я должен называть ее сестрой? Какая это сестра? По документам, да, показана сестра. Я этого особо не скрывал, у нас было ответы на вопросы, да, я отвечал, что это за человек. Но была же фотография, или это фейк? Да, 2 фотографии, которые я ей подарил. У нее есть еще фотографии с своим любимым братом, нет?
Я не так знаю. все. Ну так у сестер обычно бывают фотографии с их братьями, правильно? Да. Когда я ей даю какую-то фотографию, она везде ее тулит, смотрите, она бегает, она одержимый человек. Этот человек нездоров. Но тем не менее, юридически она его сестра. Вы знаете, у них Но единый это отец вы и играете так на далее. какие-то убер высокие ставки. А как? Ну если же она, так сказать, его сестра, и он проживал у нее, собственно, вся история это заключается в том, что он из Литвы уехал к ней в Голландию, жил в Алкмаре, и там, значит, произошло то, что произошло. Ему сначала надо решить с ней проблемы. Понимаете, с моей клиенткой, а не со мной. Но получилось так, что поскольку Он решает с вами. А он решает со мной, потому что она недосягаема в этом смысле. Поскольку Голландия, бороться с ней абсолютно невозможно. А в России у него кураторы, у него, так сказать, большая поддержка. И он это использует для того, чтобы, борясь как бы со мной, пытаясь обелить себя. Да, возвращаемся к Фейгину. Она к нему постучалась, он ее отыскал на какой-то помойке, я не знаю. Ну, я не буду говорить о том, чего я не знаю. Ну, поднимает заново эту историю и забрасывает ее интервью, в котором она рассказывает. Там у нее было ряд интервью. Первое интервью она рассказывала, что я гей, что я наркоман, моя жена проститутка, машина у меня даже. И по концовке она рассказала, что у меня автомобиль был американец. Она сказала, что внутри он не американский. Ну, вот как это назвать? Вот. Она рассказала, что ей компьютер заблокировала полиция на расстоянии. Это когда вирус блокирует и просит $300. Причем не ей, а ее сожителю. Причем тут я не знаю, о чем она вообще рассказывала. Вот такие вот вещи. Смотрите, вам тяжело, Андрей, понять, как работает система пропаганды в России. А вот Шари Мы пытаемся это... понять, но это, Вот. это всему Западу тяжело понять. Это не только... почти невозможно, если честно, потому что попытка объяснить, чем отличаются пропагандисты от журналистов, ни разу еще пока не привела ни к одному позитивному результату. Я и ряд моих друзей пытаемся внести в санкционные списки самых видных, так сказать, пропагандистов, и вы знаете, 0, zero. То есть мы ничего не добились, потому что многие на Западе убеждены, что это журналистская работа, все имеют право на свое мнение. Для них очень тяжело понять, как работает эта машина пропаганды. Шари является частью этой машины. Главная его задача, понимаете, завалить вот этим дерьмом всю оппозицию. Он же ведь не только про меня такие делает вещи, но и про Навального Алексея, моего, так сказать, товарища. Это означает, что у него поставлена достаточно ясная задача. Загаживание, захаивание, как у нас говорят, понимаете? И он с ней отчасти справляется, потому что у него огромная поддержка, его показывают по Первому каналу, по Второму каналу и так далее. Задача загаживание, захаивание, как у нас говорят. Это я его заставил рассказывать, что я детей насиловал? Это я его рассказал, то есть я ему сказал, ты, Фейгин, скажи на меня, что я торгую детским порно, и тогда я тебя завалю в суде. Это я ему сказал? Ну давайте посмотрим, кто это начал. Фейгин идет на радио и рассказывает, что на меня дело о педофилии. Педофилы – это те, которые насилуют детей. Это ненормальное обвинение. Совсем ненормально. Если бы он сказал, что я там ворую автомобили, может быть, я бы на это так не отреагировал. Я буду реагировать жестко. Я, конечно же, на это отреагировал. Я ему дал 24 часа. Я ему сказал, извинишься, все, мы закрыли эту тему, если ты извиняешься. Нет, он не извинился, он погнал дальше. Он начал рассказывать, что у него... Секунду, да. вот вы получаете одну из самых страшных, наверное. Да. Я не знаю, есть ли что-нибудь еще страшнее. Я тоже не И вы знаю. говорите ему, слушай, друг, 24 часа, Да. извинись, и забыли, пошли водку пить. Да. Извиняйся. Странный вы человек. А что мне надо было делать? Ну, я не знаю, я бы никогда не дал никому 24 часа, если кто-нибудь... Я бы знал, великодушный человек. Да, вы как Иисус Христос. Да, конечно. Ну, я стараюсь следовать его заповедям. И я говорю, 24 часа. Да. Ты извиняешься, ну, конечно, я ему предложил извиниться на коленях. Но Окей, это, да. Но если бы он извинился не на коленях, я бы все равно, может быть... Посыпать. Да, посыпать голову, посыпать все что угодно, пеплом, собачьим дерьмом, чем угодно. Я ему сказал, извиняешься, и все, и как бы, и все. Он не извинился. Окей, поехали дальше. Поехали дальше, я на него подаю, конечно же, в суд. Более того, когда он уже начал продолжать, это уже стало уже абсолютно неадекватным, то есть он начал рассказывать о том, что в Голландии таки есть дело. У него есть компания адвокатская, очень хороших адвокатов, которые сказали, на Шария есть дело в Голландии. Вы понимаете, создается впечатление, что это какая-то другая планета, что нельзя это узнать там, обычным запросом там, за полчаса. Да? Обратитесь в Европол, официальные органы. Но никому это не надо было, ему надо было набросить. Ему надо было набросать этого дерьма для того, чтобы что-то доприлипнет ко мне. Поэтому он каждый день набрасывал. Он пригласил нас в полицейский участок в Алкмар. Это там, где якобы на меня дело. Он сказал, там полиграф, тебя здесь ждут в 10 утра. Не на полиграф. Я его вызвал в полицию явиться к следователю и там решить этот вопрос. Я
штрафе и с ним никаких в эти игры не участвовать. Я предлагал ему вместе с сестрой, сестра моя подзащитная, прибыть в голландскую полицию для того, чтобы закрыть этот вопрос. То есть, либо его, это заявление аннулировать, да, значит, тем, что он даст показания, он там ни разу не был сам, либо, так сказать, дать показания, и, возможно, полиция сочтет необходимым его задержать. Вот это надо было сделать. Он не подозревал, конечно, но не мог себе представить, что мы впрыгнем в самолет и прилетим. Отправляется туда Ольга, потому что... Почему я туда не отправился, начинают? Ох, что-то не так. Потому что я знаю, что этот гибон начал бы на меня бросаться. В этом случае, во Франции, к примеру, есть правило, да? Он на тебя бросился, ты на него бросился. У тебя проблемы начинаются на территории Евросоюза, если у тебя происходит какое-то движение. Анатолий, а Да. вы его в жизни не видели? Нет, я его не видел. Вот им тоже, он мне говорил, я тоже ни разу Шария не видел, но я думаю, что он будет избегать встречи со мной, потому что я гопник. Ну, я его поздравляю, если он гопник. А что мне, как Нет, мне это прокомментировать? Нет, я просто пытаюсь понимать, вы друг друга не видели, но вот у вас такая Не надо жесткая вас. война. Но мы же дело в том, что Нет, это то не есть пара. Не потому, что это противостояние блогера, как он себя называет, и адвоката. Это противостояние Кремля и оппозиционного адвоката. Это совершенно разные вещи. Он бросает вам, и вы прыгаете в самолет и присылаете свою жену в Я не Алкмар. присылаю свою жену в Алкмар. Ну вот- Моя жена не вещь, у нас делает свое решение, она идет в Алкмар, приезжает и пишет заявление. Пишет Но заявление. зачем это делать? Если я вот не... Объясню. Если бы Давайте. я не появился в Амстердаме, потому что он сказал, что меня в Голландии ищут, я снимаю себя в Схипхоле, я гуляю по Амстердаму, да, Ольга приходит в полицейский участок Алкмар и пишет заявление на этого человека. Если бы этого не произошло, а это было до этого даже, там 2 раза было таких приездов, если бы этого не произошло, Марк Фейгин через полчаса вбросил бы очередное дерьмо на вентилятор, и все украинские СМИ, не проверяя абсолютно, понесли бы это, как они несут это и так. Ему стоит заявить у себя в Твиттере. На Шария точно есть дело о педофилии. Все украинские СМИ. Все, Марк Захарович заявил, что он неадекват, но если бы вас ему не спрашивают вашего мнения? Нет, Почему? кто меня спрашивает? Ну, украинские СМИ? Ни разу. Нельзя? Ни разу. Окей. Если бы они спросили, я бы им, наверное, что-то сказал, правильно? Я бы им сказал, что, господа, вы понимаете, что нельзя, нельзя 5 лет жить в Евросоюзе, находясь в розыске. Они же рассказывают, что я в розыске за педофилию. Фейгин бросил вам вызов, потому что вы говорили, давай приезжай в Москву, но он же не приезжает, это про вас. Ну и тогда пусть приезжает, посмотрим, кто из нас педофил. Если человек идиот, вот как мне это могу прокомментировать? Чем мне ехать в Москву? Если я приеду в Москву, начнется вообще все трубы возьмут вот такие вот большие, золотые, начнут дудеть везде, что смотрите, Шари приехал с кураторами пообщаться. Или какую-нибудь очередную ахинею, бред. Как вы думаете, чем закончится ваш конфликт с блогером Шарием? Ну, это должно закончиться судами. И не обязательно совершенно только в России, потому что в России судов нет. Почему Фейгин так много рассказывал про суд, но в суде его представители вдруг начинают говорить, я не его имел в виду, я не это имел в виду, а может быть это не я. Это что, это шутка или что? Почему вы болтаете, не следите за своим языком, но когда вас за него хватаешь, приходишь и начинаешь мычать что-то. В суде они не могут ответить за свои слова. Фейгин ответил за свои слова в суде? Он может выиграть какие-то гражданские процессы, это факт. Но процессы такие же в Украине или же в Литве, в Литве, возможно, будет такой процесс, он проиграет, потому что, так сказать, закон, он же слеп в данном случае. Он не будет выбирать между мной и им предпочтений. Он будет просто следовать процессуальной норме. 20 апреля и 24 апреля 2 даты, где вы можете праздновать победу. Можно так говорить? Конечно. Без сомнения. Почему? Потому что я уверен, это мое мнение, это мнение я аргументировал не раз. Я абсолютно убежден, что Фейгин находится под кураторством или находился там до 24-го, во всяком случае, российских спецслужб. Я абсолютно в этом убежден. Это мое мнение. Шарий работает с Кремлем, что ни для кого в Украине не является секретом, как и в России. Он является кремлевским блогером, участником пропагандистской войны против Украины. Это важный факт. Это важный факт. Этот человек является платной агентурой под кураторами Кремля, сознавая то, что он делает.
реакция Кремля есть на это. Вот сегодня я слушал, опять же, Вести, радиопрограмму с господином Владимиром Соловьевым, и он чисто радуется вашей победе. Ранее в поддержку адвоката Фейгина в связи с указанной историей уже выступал 4-й форум «Свободной России», Российский союз солидарности с политзаключенными, правозащитной организации из Швеции, США. Требуем прекратить давление на адвоката Марка Фейгина. Ну, прекрасно. Вы посмотрите, вообще почитайте, все радуются моей победе. Все. Посмотрите, сколько украинцев радуются моей победе. Украиноязычные, настоящие, украинцы даже в вышиванках. Они радуются моей победе, потому что это чмо достало всех. Дело в том, что было удовлетворено представление Министерства юстиции Российской Федерации, понимаете? Не его жалоба, она была производной, так сказать, а именно Министерство юстиции Российской Федерации обратилось в адвокатскую палату за лишением меня статуса, понимаете? То, что этот извращенец, так сказать, может извиваться и рассказывать о своих каких-то заслугах мнимых, поверьте мне, пройдет очень немного времени. Он исчезнет. Он исчезнет, им, как говорится, подотрутся и появятся новые. Это абсолютно такой фекальный персонаж, понимаете? Хорошо, что будет дальше? Вот теперь 20-е, 24-е, что будет дальше? Новые иски, как будет эта история развиваться? Смотрите, 20 числа он мог прийти в суд. Почему 20 числа? На самом деле суд должен был состояться 2 апреля. Это по поводу кураторства спецслужб. В пятницу вечером суд отменяется. Я такого не знаю. В моей практике такого не было. Внезапно отменяется суд. Он говорит: готовьтесь к феерии в суде. Готовьтесь, я привезу сестру, племянницу, я привезу детей, шампанское всем. В суд он не приходит. Туда приходит его представитель и говорит: может быть, на радио был не Фейгин. Мы же не знаем, что это он говорил. Как это? И мы за этим следим в прямом эфире практически. Во-первых, первое, что они требуют, запретить съемку. Он говорит: видите трансляции вперед. Они первые захотели запретить съемку. Далее он начинает рассказывать, нести какую-то чушь. Это его мнение. Это его мнение. Потом он начал уже съезжать на эту женщину, которую вы называете моей сестрой, что это она его поставила в неприятное положение, потому что она ему сказала, что есть дело, он в это поверил. Так я не понял, у тебя есть доказательства или нет? Он кричал: у меня все есть и все. В итоге что он сделал? Да, он отправился в Киев и подал на меня сам заявление: в неизвестном месте, неизвестными людьми совершено неизвестное преступление, педофилия. Следователь плачет, я думаю, потому что он не знает, что ему делать. Оба граждане Украины. И для них есть юрисдикция в соответствии с уголовным процессуальным законодательством Украины. Вне зависимости от того, где произошло преступление, поскольку участники его оба граждане Украины, украинская полиция вправе этот вопрос расследовать. При всей сложности и сроках, которые уже прошли. 48 часов еще тикает, да, когда мы с вами говорим. Что произойдет, когда они закончатся? Когда? Когда они закончатся, мы подаем следующие иски. О том, что он наболтал уже после суда. То есть после подачи нами в суд, суд же разбирал только то, что было тогда, во временные рамки четко ограничены. После этого прошло полгода. Прошло полгода, за эти полгода человек наболтал вот столько. Он наболтал себе на исков 8, наверное, таких твердых, хороших. На исков 15 таких, может быть, он там где-то отобьется, сказав, что он дурачок. Я не знаю, что он будет говорить. Что он психически нездоровый. Как можно говорить, что есть дело, если ты знаешь, что дела нет? Но опять придет в суд его представитель и будет рассказывать: Марк Захарович не то имел в виду. А педофил — это ничего страшного. Человек, который любит детей. Что-нибудь такое будет рассказывать. И будет их проигрывать. После этого, когда он доболтается до того, что я таки возбужу против него уголовное дело в Российской Федерации, а сейчас у него нет уже прикрытия в лице Следственного комитета Российской Федерации, я возбужу на него дело. Дадите ему в морду? Конечно, с удовольствием. Это аргументация. Я пошлю, я дам в морду, да, там начинаются. Вы должны встретиться по-мужски. Это что, детский садик какой-то или что? Не я это начал. Я не подавал на него никуда и так далее. Я начал с того, что услышал о том, что на меня подано заявление. Так вот, я теперь хочу сказать, может быть, он хочет что-то закончить, но ничего теперь не закончится. Никогда. Останется только один. Это не закончится никогда. Все, что он сделал следующее. Он дал мне основания, по которым теперь я буду этим заниматься вечно, пока я не добьюсь вот то, что вы сказали, точку. И она может быть очень разной. Поэтому никогда это не закончится. Это будет продолжаться
пока я его не верну в Украину, и он не предстанет перед судом. Вот что я буду делать в соответствии с законом. Это уже никогда не кончится. Я сразу об этом говорю. Никогда. Останется лишь один. Всего доброго, это была программа «Кусочек правды» и я ее ведущий Андрей Стапинас. Удачи вам и до следующих встреч.